И всем привет, дорогие друзья, еще раз. Привет Твичу, привет Ютубу. Долгожданная серия игр, как и обещал, Assassin's Creed. Именно первая часть. Хотел бы, так скажем, дань уважения этой игре выразить, потому что имеет огромное количество фан-базу, огромнейшую фан-базу эта игра имеет. Игра народным голосованием была выбрана в нашем паблике ВКонтакте, чему я, конечно же, безмерно рад. И рад первый раз погрузиться в жизнь этой игры. Будем разбираться, будем смотреть. Надеюсь, тупить особо не буду. Ты, как всегда, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну и за ассасинов, я уверен, многие завезут лайкосы. Тем более, сами голосовали. Надеюсь, зайдет. Поехали. Прятал я сердце мое домов, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Не знал, что и это давление духа, ибо в многой мудрости многие печали. И кто умножает восстание, умножает скорбь. У нас проблема. Я не могу закрепить его память. Слишком сильная психотравма. Он отторгает процедуры. Начинаю откатываться. Дезмонд, попробуйте расслабиться. Я попробую его стабилизировать. Сосредоточьтесь. Послушайте мой голос. Все это не по-настоящему. Всего лишь картины из прошлого. Они не принесут вреда. А, да? Черт возьми, не работает. Подождите, мисс Стилман. Он приспособится. Первый раз всегда сложно. Мы Согласен. теряем его. Вы давайте-ка меня не теряйте. Достаточно, мисс Стилман. Надо его вытащить. Немедленно. Хорошо, Дезмонд. Мы постараемся Меня вас доебаться, а? Ультранасилие, как обычно, решает весь вопрос. Вы Понимаю. в порядке? Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас. Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми! Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, Полное кто прохождение вы. Хавазер. И что вы? Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого Анимус? вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны. Охрененно. Так что же, мистер Майлз? Жизнь или смерть? Ложитесь. Охренеть. Мудрое решение. Где я? Вы внутри Анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. Что ж, начнем с простого. Что VR? такое память, мистер Майлз? Это воспоминания о событиях прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно.
Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив. В ней содержится не только генетическая информация Охренеть. прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. А Анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Также реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Я просто... Я даже не знаю, что сказать. Я просто в шоке сейчас от того, насколько игра... Внимание! Поток данных нестабилен. Сейчас я Восстановление прокомментирую. синхронизации. Просто охренеть можно. Приветствую, объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления Анимуса. Следуйте указаниям. 2008 год, кстати, график. Шкала Здравствуйте. синхронизации показывает, насколько ваши действия совпадают с памятью вашего предка. Угу. Если вы рассинхронизируетесь, Анимус вернет вас в последнюю синхронизированную точку. Сейчас вы опасно близки к рассинхронизации. Следуйте указаниям, чтобы исправить положение. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. Загружаю процедуру адаптации вашего тела к Анимусу. Рассмотрим действия по умолчанию для системы управления. Когда вы стоите, используйте кнопку головы для осмотра окружения. Угу. Охренеть. Я молчу, я Хорошо. даже сказать нечего. Используйте кнопку пустой руки, чтобы пройти через носильщиков и не уронить ничего из их груза. Подойдите к маркеру, чтобы продолжить процесс синхронизации. Почти. Стоп. Стоп. Удерживайте Shift при ходьбе. Понял, принял. Короче, это пройти... Прекрасно. Все, окей. Анимус различает два основных режима. Высокую и низкую стойки. Действия, выполняемые в низкой стойке, социально приемлемы, а в высокой более агрессивны. Зажмите кнопку высокой стойки и посмотрите, как меняется дисплей и возможности управления. Отлично. Угу. Короче, кнопка «Приготовиться» условно. Мы есть. продолжим синхронизацию, выполнив несколько действий высокой стойки. В шоке. Схватите и бросьте этого человека, используя кнопку пустой руки в высокой стойке.
Кнопка «Ноги» в высокой стойке позволяет вам использовать спринт. Он помогает сбежать от солдат или догнать убегающую цель. Не сталкивайтесь с прохожими, иначе вы можете потерять равновесие и упасть на землю. Охренеть, просто я... Используя спринт, доберитесь до маркера быстрее соперника. Легчайшее. Опа, дурачок! Прекрасно. Люзер. Вообще легко. Анимус выдает вам различную полезную информацию. Значок социального статуса показывает ваш статус в обществе. Подробнее мы рассмотрим его позже. Этот значок появляется, когда на вас смотрит воин. Желтый цвет означает, что он спокоен или подозрителен. Чтобы посмотреть, как меняется уровень, схватите воина и бросьте на леса. Сфокусируйтесь на цели. Выберите спрятанный клинок. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте его, нажав кнопку вооруженной руки. Еще мозг взорвется. Воин заметил труп, и его уровень изменился на встревоженный, а цвет значка стал красным. Агрессивные действия и социально неприемлемое поведение в такой ситуации приведут к нападению. Спровоцируйте воина. Смерть убийце! Обратите внимание, что значок статуса поменялся на «обнаружен». А теперь используйте лестницу, чтобы скрыться из виду. Настя, придумали. Тебе не уйти! Отлично. Вы скрылись из виду. Бегите в сад на крыше, чтобы спрятаться от воина. Чего в сад? То ли лыжи не едут, то ли... Подождите, стоп, в сад на крыше? Хорошо. А, Значок я думал, статуса это стены показывает, глухие. что вы спрятались, но воин вас все еще ищет. Подождите, пока статус не изменится снова. А к чертям все это, и так есть чем заняться. правильно. Вот это я полностью с тобой солидарен. Прекрасно. Воин потерял ваш след. Вы теперь анонимны. Можете выйти из укрытия. Отлично. Когда вы анонимны, синхронизация растет, а выполнять задания становится легче. Вы можете Скрытность прятаться мой в конек. самых различных местах. Однако перед этим вы обязательно должны скрыться из вида, а потом уже прятаться. Ну, логично. Короче, где угодно. Какое-то сено, какое-то... А, и среди вот этих вот, да, типов можно прятаться? Окей. Теперь познакомимся с возможностью смешиваться с толпой. Используя ноги в пассивном режиме, вы можете притвориться монахом, чтобы пройти мимо воинов, не вызывая подозрений. Дойдите до маркера за воинами. Господи, и же се на небесе. А, то есть вот этот вот меч, клинки за спиной. А, ну да. В принципе, примерно так монахи и выглядят. Боже, царя храни. Хорошо. Здравствуйте. Охренеть Вы здесь полностью управление. синхронизированы, и вам доступна новая возможность орлиное зрение. О, Это шестое орлики. чувство позволяет вам узнавать намерения окружающих людей. Прекрасно. Желтый цель убийства, солдаты, синий союзники, красный солдаты, желтый... Короче, золотой цель убийства, а вот еще один я не увидел. Помните, что эта возможность доступна только при полной ходу игры синхронизации. Следуя кредо ассасинов, вы сохраните синхронизацию.
Кредо состоит из 3 принципов. Первый – не убивать невинных. Второй – всегда маскироваться. Третий – не ставить под угрозу клан. Если вы рассинхронизируетесь, вам нужно пережить ключевые моменты из жизни предка или действовать, следуя кредо. Вы Охренеть успешно завершили обучение. Загружается первый стабильный участок памяти. Я реально... Я просто... Я сижу сейчас, я... Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься. Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истина, все позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы Но это не выполним путь задание, мой, важен путь лучше. результат. Я разведаю путь. Постарайся не опозорить нас. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем — честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. Я рад, мои хорошие, что вы оценили голос. После Ведьмака сам Бог велел, да? Голосом Геральта озвучечку-то завести. Я в шоке. Я просто в шоке. Я скажу в конце серии свои впечатления. Я отвечаю, я просто не был к такому готов. Я был готов к чему угодно, но чтоб вот так игра началась, я ни хрена не запомнил управление. Сейчас будем разбираться по ходу движения. Так, примерно, более-менее что-то запомнил, но... Я просто... Я не знаю даже, что сказать. Так, на правую кнопку бегать. Удерживаете кнопку... Ого! Вы серьезно? В общем, мы попали... Чтобы говорить по-простому, мы с вами попали в фильм «Аватар». Есть некий чувак, который был барменом, который... попал каким-то образом к каким-то ученым, которые пытаются восстановить память предков. Теперь нас кидают в какие-то определенные куски памяти, и мы их как-то восстанавливаем. Это ДНК Ассасина. Я, короче, это просто жесть. Это очень мощно. Так, ну что ж, давайте попробуем, насколько мы крутые ассасины. Ассасины. Пока все не так уж и плохо. Надо отдать должное. Быстрые выводы — это сугубо то, что первое я увидел. Так, фиксация цели. Угу. Смерть. Здесь. Должно быть, это ковчег. Типа наемных убийц. Ковчег Завета? Не будь глупцом, его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо. Кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Робер де Сабле. Его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он Всю стоит серию, у нас да? на пути. Это необходимо. Благоразумие, Альтаир. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил 2 Спасибо, правила ребята. кредо. И собираешься нарушить 3-е. Не подвергай риску братства.
Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Слушайте, здесь прям градация у них. У них прям реально здесь идет градация полноценная. То есть здесь, как сказать... Стойте, тамплиеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. Тамплиеры? И что же вам нужно? Тамплиеры? Кровь. Нет, не надо! Найс. Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я Пой- пощажу побили тебя, быстро. но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Обалдеть. Солдаты, к оружию! Убить ассасинов! Мне просто, я так понимаю, убежать, да, нужно? Ого. Так, ну что ж. Давайте включать. А, тут даже так можно прыгать. Слушайте, это какой-то средневековый прям паркур получается. Бег по стенам. Джедаи. Удерживая кнопку 1 и Space. Перемещайтесь. Стоп, кнопку 1. Бля, погодите секунду. Взбежать. А, вверх, господи, по стене. Зачем на нее взбегать, если можно просто... Окей. А, все, я понял. Зажимаешь, короче, пробел, и он забегает на стену. Чувствую, нам здесь лазить придется. Как первое ощущение для игры 2007 года. Я в конце серии скажу. В конце первой именно этой серии. Переход Я к в шоке более просто, позднему честно. участку памяти. Я просто без комментариев. Я не знаю, что сказать. Я правда не был ну, готов к этому. Это просто жесть какая-то. Альтаир, ты вернулся. Это не я. Рауф. Ауф. Рад видеть тебя невредим. Задание прошло успешно? Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покоя и мира, Альтаир. И тебе также. Достойно. GPS в правом углу. Тупо GPS. Так, нам бы особо к стражникам только не попадаться на глаза. Интересно, куда это он? Слушай, нифига себе он здесь. разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать. Слушай, мне просто интересно, насколько здесь механика развита так. О чем он только думает? Подождите, стоп, еще раз. Он сошел с ума? Кто сошел с ума? Я просто пытаюсь механику еще игры понять в одном месте. Очень мне Зачем он интересно. это делает? Ага. Угу. Обалдеть, здесь полная свобода передвижения. Чтобы вы понимали, прям максимально, насколько только это вообще возможно, в принципе. Ты это видел? Я сам в шоке, отец.
Жестко. Очень жестко. Не, ну здесь вроде наши. Я думаю, они меня не тронут. Это ассасины же стоят. Это же ассасины. Это наше типа логово. Охренеть просто. Это у них тут целый клан, короче, базируется, прикинь. Да, для этого года, конечно. Я думаю, у меня бы комп просто сгорел. От слов совсем. Надо же, он вернулся. Аббас. Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Безо мной можно быть первым. Молчание — знак согласия. Тебе что, делать нечего? У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. Да я в курсе, в курсе. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже, брат. Догадайтесь, кто является главным злодеем в этой игре. Подсказать? Слушай, здесь такие ребята ходят. Мне кажется, в это логово можно зайти, здесь же и остаться. Честь для нас. Так, одну Повелитель секундочку. ждет. Мое почтение, господа. Охренеть просто. Альтаир, Повелитель. подойди. Расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. А Робер? Сбежал. Я Сейчас, наверное, послал минусанут тебя, вообще. моего лучшего человека, на задание важнее которого еще у нас не было. Надо А поле ты притоптать. возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова! Смерть. Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Охренеть, минус рука. Малик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Ай, за Робер что я? выкинул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат... Мой брат был бы жив. Мне кажется, сейчас Твое нас или выгонят, неумение или чуть не повесят к стоило чертовой нам матери. победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Масиаф! Атакуют? Он ищет битвы? Хорошо, мы дадим ему бой. Тамплиеры Сообщи против остальным. ассасинов? Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню, уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Сделал. Перемотка на более поздний участок памяти. Так. Я предлагаю здесь, по логике вещей, наверное, сделать паузу. И закончить эту серию. Но я должен
я бы мог сейчас дальше пойти и в эту серию включить и нападение, но я хочу просто сказать, что я думал, что мы сейчас окажемся в каком-то древнем мире с самого начала, нас там где-нибудь родят в каком-нибудь стоге сена. Мать его, это точно Ассасин? Это первая серия точно? Я просто в шоке, мне нечего сказать. Это игра 2007 года. Она и по сюжету какая-то просто лютая. И по всему остальному... Окей, давайте продолжим. Сделаем чуть дольше серию, я просто не хочу даже прерываться. Это слишком интересно. Так, поехали. Альтаир, хорошо, что ты пришел. Нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать, но не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей, займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Каналья, 3 чертей! И Миша Боярский, здравствуйте. Сюда подошли сразу, прям схода. Схватите его! Смотри. Думаешь, можешь убежать от меня? Осторожно! Просто их давить надо и все. Не путайтесь под ногами! Догоните его! Подождите одну секунду. Тоже на единичку, все, я понял. Подождите, стоп, куда-то сюда, да? Вот он! За ним! Язычник! Поймаю тебя! Получается вообще, что все на одну кнопку. Боевка очень простая. Вернись сюда! Пока не пойму просто, как блок ставить, на какую кнопку. Пока просто самая простая боевка. Прям мега простая. Убийца! Красиво. Красиво, это было очень красиво. Прекратите битву и возвращайтесь в Масяв! Приказ Аль-Муалима! Перемотка на более поздний участок памяти. Обалдеть. Забаррикадировались, что ли, здесь? Альтаир, сюда! Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Погнали. Что нормально, он так... Знаешь, такое ощущение, что он туда прям чуть ли не просто без рук забегает. Встань на эту платформу. Злой привет. Прыжок веры? Еретик!
Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, А Робер. это не я, это он. Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, Не я. это не игра. Да будет так! Привести заложника! Узка. Ля, падла, что Ваша сделал. деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Роберт. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо, смерть они и получат. Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. В К смысле? Богу! Ты чё, старый? Говна, что ли, всадил? Куда? За что? Страх отсутствует. Ты чё, родной, ты адекватный, нет? Ай, ну давай. Охренеть. Моя нога! Дурак. Моя нога! Тихо. Тамплиеры услышат. Ни хрена себе. Тихо, родной. Сделал. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты Поход. приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Смерть. Используйте, чтобы... Чего? Ходить по балкам. Смотреть вниз. Главное правило. А, нифига себе, слышу, у них здесь продумано все. Как туда-то залезать, я не пойму. Ну, канат вроде сюда идет. Ну подожди, хорошо, окей. Угу. Кого, бля? Да не, нормально, сейчас залезем, подожди. Я уж так вроде начал примерно что-то понимать. Хорош. Понимаю. Я смотрел где-то ролик на ютубе, там тоже эти 30 неудачных падений руферов. Так что надо вот это вот поаккуратнее вот с этим вот. Что здесь делать нужно? Что, подожди. Назад, воины! Назад! Поздний участок памяти. Ты помог нам дать отпор Роберу. Ни хрена Его себе. силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. Но если бы ты слушал тогда в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути. Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. 3 простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку. Поразить невиновного. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Он автоатакой его убил. Твоя наглость не знает границ. Найди в своем сердце смирение, дитя. Иначе я вырву его голыми руками. Пожилой ассасин. Второе правило дает нам нашу силу.
Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным, одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Что там, я не пойму, нас Нарушив сучит-то? его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братства. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже, ты привел врагов в наш дом. Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести. Мне жаль, поверь. Но я не старый! потерплю предательства. Тормози, родной, Я это не не я! предатель. Твои действия говорят о другом. Старый, тормози, какое Ты не действие? оставляешь мне выбора. Неадекватный! Мир над тобою, Санитары! Лед в паре, а? У, сука! Тю, блядь. Он Я вашу блядскую приспосабливается крепость намного спал. лучше, чем Спас. все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди, мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. Всегда знал, что меня даже в воспоминаниях убьет ссаный ТХ. Блядские сундучники, а? Вот всегда знал. Охренеть. Вот теперь точно это конец серии. Это имба. Это не игра, это просто имба. Я сижу просто с открытым ртом, и мне даже нечего комментировать. Боже мой, озвучка Геральта, голос главного персонажа. Вообще насрать на графику. Я вообще на нее внимания не обращаю. Здесь, понимаете, здесь вот просто максимальное погружение в эту игру. Безумно интересное. Вообще совершенно не был готов к такому сюжету. Что скажете? Кто первый раз видит? Наверное, таких мало, как я, кто первый раз вообще, в принципе, эту игру видит, прохождение. Ваше мнение? Я просто в шоке. Как и обещал, в конце серии я скажу то, что это... Я не знаю, что сказать. Ну как? Ну то есть это... Вы представляете просто, что придумали? Как надо так вот было вот придумать, что... Вроде как игра про Assassin's Creed, да? То есть, ну, там взяли бы, придумали какой-нибудь орден, там, ассасинов, пафос, вот это все дела, плащ развивается, волосы назад. А здесь, понимаете, здесь реально так заморочено, что... И на самом деле управление несложное. То есть оно какое-то... Поначалу очень долго объясняют, я думал, вообще сейчас в кому впаду. Ничего подобного. Слов нет, одни эмоции, 100% это лайк. Ребятки, хотите увидеть дальше продолжение, поддержите, хотя бы 10 колосей завезете. И прямо сейчас сделаем вторую серию на Твиче. Не забывайте заходить на канал Твича. 19:00, ребят, день через день стримы. Hard Insight, наш телеграм-канал. Очень быстро его тоже можно найти, не забывайте. Мы вас ждем. Ставьте лайк. Удачи всем. Пока-пока. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.